Приветствую на канале Умный дом Xiaomi. На замену своему старому электрочайнику я заказал новую модель Xiaomi Mi Electric Kettle 1S с функцией поддержания тепла, но без удаленного управления и подключения к Mi Home. Почему я сделал именно такой выбор, какие плюсы и минусы у этого чайника и стоит ли тратить на его покупку около $30, расскажу в этом обзоре. Xiaomi Mi Electric Kettle 1S продается на AliExpress и в российских магазинах. Ссылки на надежных продавцов в описании к видео. Чайник поставляется в традиционной для продукции Xiaomi белой коробке с изображением товара и указанием ключевых функций. Это мощность 1800 Вт, цельная колба из 304 стали с возможностью быстрой и легкой очистки и несколько степеней защиты. Внутри упаковки находится руководство пользователя, в котором нашлось место даже электрической схеме устройства, чайник Mi Electric Kettle 1S и подставка со шнуром питания длиной 70 см. Мой чайник приехал из Китая, поэтому имеет соответствующую своей родине вилку питания. Для подключения я использую высококачественный переходник. Ссылка на него тоже есть в описании к видео. Весь корпус чайника покрыт белым матовым пластиком. Между колбой и корпусом есть воздушное пространство, которое не дает нагреться чайнику снаружи, как в термосе. То есть сразу после закипания я могу положить руку на крышку и легко взять его за корпус, не боясь обжечься. По этой же причине он лучше держит тепло, и вода внутри остывает медленнее, чем в обычном электрочайнике. Традиционно в своих чайниках Xiaomi применяет температурный контроллер известной британской компании Strix. Он имеет точный контроль температуры и отключается при недостаточном количестве воды. Для нагрева производитель использовал толстую пластину из безопасного для здоровья алюминия. Она нагревается быстро и равномерно по всей площади и отдает тепло, не выделяя в воду вредных веществ. Mi Electric Kettle 1S имеет наибольший объем из всех электрочайников Xiaomi – 1 литр 700 мл. Внутри стальной колбы нет никаких выступающих элементов или углов. Горловина имеет диаметр более 13 см, поэтому очистка от накипи и мытье чайника проходят максимально легко. Внутри колбы со стороны ручки есть паровое отверстие, оно расположено значительно выше максимального уровня воды. Кнопка включения закипания имеет красный LED-индикатор. Как оказалось, производители оснащают ими устройство не только ради эстетики, но и в помощь слабослышащим людям, чтобы по цвету кнопки можно было понять, когда чайник закипел. Помимо нее на корпусе Mi Electric Kettle 1S есть кнопка поддержания температуры на уровне 55 градусов Цельсия. Такое значение рассчитали в лаборатории Xiaomi как оптимальное для питьевой воды. Если кнопка включена, то чайник не дает остыть в воде внутри себя ниже 55 градусов. Это удобно, если вы в течение дня часто кипятите или вам нужна постоянно теплая вода. Я провел небольшой эксперимент с чайником, внешним кулинарным термометром и секундомером, чтобы узнать, как быстро закипает Mi Electric Kettle 1S. Для этого я наполнил колбу холодной водой из-под крана температурой 17 градусов до максимальной отметки 1,7 литра. Погрузил термометр через носик и запустил таймер. Чтобы чайник закипел и отключился, понадобилось 5 минут и 30 секунд. Крышка чайника при нажатии кнопки плавно открывается только на 30 градусов. Дальше придется открывать руками. Кому-то это может быть неудобно, например, чтобы наливать воду сразу из-под крана. Я использую воду из фильтра, и для меня такого проема достаточно. Во-вторых, как и у других чайников Xiaomi, крышка закрывается с сильным хлопком, если ее не придерживать. Я думал, что производитель как-то исправил эту неприятную особенность, но нет. Модель новая, проблема старая. И последнее, но не менее важное. Как вы уже заметили, чайник не имеет на корпусе никакой прозрачной шкалы, чтобы визуально контролировать уровень воды. Это, пожалуй, все, что можно рассказать о чайнике Mi Electric Kettle 1S. Мне он подошел по дизайну, понравился своим большим объемом и способностью долго сохранять тепло внутри колбы. Я считаю излишним возможность удаленного управления чайником со смартфона. Но такая функция может быть полезна тем, кто готовит сухие смеси, особые сорта чая и другие напитки, требующие точного соответствия температуры воды. Для вас есть Pro-версия, которая может нагреть воду с точностью до градуса через приложение Mi Home на смартфоне. Если обзор был вам полезен и интересен, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А свои вопросы о чайнике Mi Electric Kettle 1S обязательно оставляйте в комментариях. Спасибо за просмотр!